Сегодня с самого утра такая пасмурная погода, и по моим ощущениям уже начинается не сезон или так называемый сезон дождей в Финляндии. Я очень люблю это время, потому что солнце, как правило, не такое жгучее, не такое активное, находится в такой дымке, и не так жарко на улице, но и дожди, конечно, бывают чаще. Но обычно это ночные дожди, то есть они не мешают твоему ежедневному быту, они не ограничивают тебя от поездок куда-то. Но иногда, конечно, бывает, что дожди днем идут, но вот погода примерно вот такая. То есть пасмурно, не так душно, не так жарко. И мне, честно говоря, так больше нравится, потому что солнце это, конечно, хорошо, но когда оно такое слепящее, даже трудно на улицу куда-то смотреть. Вот, например, моим глазам тяжело. Поэтому сегодня домашний день. Хочу приготовить покушать, постирать вещи, просто заняться домашними делами и поработать за ноутбуком. Благо там всегда работа есть, скучать не приходится. Я сегодня хочу сделать супчик с фрикадельками. У меня есть вот такие фрикадельки, я их делала сама. Как-то купила фарш такой хороший, мне попался. И я налепила котлет, фрикаделек. В общем, в целом я люблю такие заготовочки. Мне они кажутся очень удобными. Потому что мы любим домашнюю еду, мы не питаемся все время покупной едой и не ходим все время в рестораны. А когда есть такие заготовочки домашние, очень классно, что можно поджарить котлетки или сделать вот так вот быстро супчик из понятных тебе ингредиентов. Вот, поэтому сегодня у нас будет суп с фрикадельками. Смотрите, какие они хорошенькие. Мне, конечно, мало одной морозилки. У меня в Москве было 2 морозилки. А в одной я хранила мясо, рыбу, птицу, в общем, такие продукты основные, скажем так. А в другой морозилке у меня было мороженое, ягоды замороженные. И мне как-то очень нравилось и было удобно от того, что все продукты вот так вот разделены по полочкам. Здесь морозилки маленькие, и места, чтобы установить еще дополнительную морозилку, как-то совершенно нет. И мне не хватает. И вот здесь у нас морозилка встроенная, там всего лишь 3 ящичка. И третий, он настолько маленький, что там вот можно хранить только мороженое и все, больше ничего. А хранить какие-то заготовки получается негде. А у меня в заготовках нарезана зелень, укроп, лучок. Это тоже очень классно, когда ты приготовил ту же самую картошку, и можно посыпать этим луком. Он хорошо переносит заморозку, и, в общем, я люблю его. А когда нужно, не всегда его можно купить. Поэтому, когда мне попадается, я могу купить сразу 2 пучка, вот так вот нарезать и отправить в морозилку. Но мне ее не хватает. Но, с другой стороны, если бы у меня было несколько морозилок, наверное, они были бы все у меня забиты до отказа всякими тефтельками, котлетами, там, замороженными бульонами и прочими штуками. Так, я забрала кроссовки из химчистки.
Смотрите, какие чистенькие. Вообще классно, я очень довольна. Они уже старенькие, конечно, их до идеала прям довести это нереально. Ну вот, 350 бат. Даже шнурочки стали как новые. У сала, кстати, я второй раз заменила всю соль. И теперь влаги вообще нет. Ну, точнее, соль намокла, но такого слоя вот влаги, да, который бы соль вытянула из сала, его нет. Поэтому вот еще пару дней, и уже можно будет его вытаскивать. Мяско потемнело, оно стало не красненьким, а коричневым. Сегодня-завтра куплю чеснок, специи и буду его натирать. Яша, посмотри, там сидит. Ага. Ладно, пойдем, а это действительно. Хочешь? Того не делает. Куда ты на нос? Коджика пока нету. Вот так решила. На муху засмотрелся, да, на какое-то. Мяу. Продемонстрировала все свои прелести. Не все? Очень непонятно. Ухо так сделала. Напрягся я. Непонятно, как реагировать. Чуть-чуть шокированный. Слушай, да можно, да?
один? Посмотрим, как он тут. 159. Или в Бикси купим А потом. Бикси будет точно вкусный, мы хотя бы Бикси его, точно потрогал, вкусный, пошел. да. Здесь вот Тут не рандомный может Ну, быть. Давай без дуриана. Блюбери берем тогда? Я не хочу Да, блюбери. блюбери. Арбуз любишь? Нет, у нас дома арбуз. Возьми главное. Я уже плачу. Какой-нибудь не пристегнутый, может. Ну вот он с красными номерами, и он у него взял книжку краснономерскую, Ага. в которой вот карандашиком ты отмечаешь свой маршрут и не имеешь права ездить ночью. Машина. Возможно, А, красные номера это новая машина. новая да? машина, Еще да, на не учете. поставлена. Ну, на учете, но не на постоянных номерах. Там временные номера, есть ограничения. Типа, ну, обычно их никто не соблюдает. Поехали, мопеда. Всем доброе утро. Мы сегодня поехали по делам в Immigration Division 1. Дело в том, что у меня заканчивается срок действия загранпаспорта, и у меня на руках уже новый паспорт, и в него нужно перенести мою визу, по которой я нахожусь в Таиланде. И буквально за 2 дня до моего прилета из России были правила другие на въезд в Таиланд, и мне должны были визу поставить прямо на границе. Но вот правила изменились, поэтому сейчас приходится с небольшим пакетом документов ехать в Immigration Division 1, и вроде как мне должны там перенести мою визу. Возможно, нужно будет сфотографироваться на новую визу, не знаю. Сходила сегодня, распечатала документ ТМ-30. Это такой документ типа прописки, типа регистрации. В общем, все граждане, пребывающие на территории Таиланда, они должны делать этот документ в обязательном порядке. Если вы отдыхаете в отеле, то вам отель делает этот документ. А зачастую многие туристы даже не спрашивают его. Но отель делает самостоятельно. Закончились денежки. Отель обычно делает самостоятельно ТМ-30. Но у вас могут спросить, на улице полицейский может подойти спросить этот документ. То есть он у вас должен быть. Я пошла в нашу управляющую компанию распечатать этот документ ТМ-30. И первый раз спросила по-тайски, могу ли я сделать распечатку одного листочка. И мне сделали распечатку бесплатно. Мне показалось, что это потому, что я спросила по-тайски, потому что раньше мы периодически что-то печатали, общение было на английском, и всегда это стоило денежек, там 10 бат на листочек, не помню. Вот. Но сейчас это было бесплатно и приятно. Приятно, когда тебя понимают. Без тренировки шарит, как без.
Ну да, вот, оно жарит здесь. вот тут сверху над головой более как-то жарко, нежели чем мне. Да, сегодня очень жарко, температура на улице 36, ощущается как градусов 41, наверное. Сейчас самые такие жаркие месяца, поэтому тут нужно их только переждать. Но мы как-то привыкли на самом деле, и днем в самое жаркое время мы не выходим из дома. Ну, если выходим, то максимум, если минуты 2-3 нужно куда-то идти. То есть вполне себе как-то адаптировались под эту жару. Но по видео как-то и незаметно, что на самом деле настолько жарко. Некоторые тайцы одевают специальные такие нарукавники, видимо, из ткани, которые они пропускают ультрафиолет, и прям за рулем едут в нарукавниках. Вот такая вот красота в миграционном центре. Куча кафешек, фруктовых лавок. Можно покушать, попить кофе, различные напитки. И вот позади меня еще огромный тоже торговый ряд. Тут и шмотки всякие есть, и обувь можно купить, и всякие, знаете, мелочевки на телефоны, всякие побрякушки. В общем, куча-куча всего, практически как торговый центр, ну такой, на минималочках. Вот, кстати, Thailand Privilege офис золотистый. Мне забрали документы, отвели меня к офицеру. Офицер на меня посмотрел, сказали ждать примерно час. После этого встречаемся в офисе Thailand Privilege и, видимо, идем, забираем готовый паспорт уже с новой визой. Я так поняла. Ну, посмотрим, как получится. Я даже люблю сюда приезжать. Хорошо, что редко приходится. Тут, конечно, очереди огромные. Но благо моя виза, да, и Thai виза, она помогает избегать очень много вот таких бюрократических передряг, в которые можно попасть. И если где-то есть очереди, зачастую тебя берут без очереди. Ну, потому что вот это членство Thai, оно позволяет, конечно, стоит денег, но это позволяет избегать какую-то вот волокиту, да, непонятную. Вот, поэтому сейчас, наверное, тут погуляем. Крайний раз, когда я тут была, я ходила и покушала, и попила различные напиточки. Но вот сейчас встретимся с супругом, потому что мы с ним немножко потерялись. Здание большое очень. Тут несколько этажей. И будем ждать, когда нас позовут. Надеюсь, что все пройдет так, как я сказала, и не придется дольше ждать. Вот такое интересное местечко. И здесь не только визы делают, а здесь реально кипит прям настоящая тайская жизнь. Тут еда, овощи, кофе, кафешки, магазинчики. Люди торгуют с утра до вечера. Тут прям движуха, большой поток людей, и все что-то ходят, смотрят, выбирают, покупают. Для меня раньше это было очень необычно, а сейчас, когда я знаю, что мне нужно поехать в миграшку, сделать какие-то документы, я это воспринимаю как выход в люди, может быть. Как бы это немножечко забавно звучит, но по факту так оно и есть. Потому что тут можно и вкусненько покушать, и посмотреть какие-то интересные штучки, да и в целом интересно. Тут вот видели, да, в начале я показала, как развернули какую-то сцену, вероятно, концерт какой-то будет. И вообще, я так поняла, сюда приезжают разные торговцы, и, может быть, это какие-то семейные или даже микробизнесы. Есть и товары народного потребления. Вот эти веночки, например, их вешают на машины. Это считается для удачи. То есть вот явные кокосы с фермы, и тут же при тебе их открывают, дают трубочку. И чего тут только нет. И овощи тут продаются. Огурчики. А вот это баклажанчики. Пип-пип-пип-пип. Если вы там не наелись, то можно прийти еще вот сюда, на фудкорт огромный. Тут покушать.
Если вдруг вам нужно за продуктами, то вот магазин Топс. Посудная лавка. $60, красиво так. Это очень похоже на посуду, которую скупают, и как бы, вот видишь, они не комплектные. Да. То есть это просто в разнобой. Не знаю, как это правильно называется. Да, из Японии. А там по 60 бат. Нет, вот по 60 тоже разные штучки. Ой. Для соуса, наверное. Для соевого. Тут прям целая история. Ну, как будто бы много. Просто вот такое. Это, вот знаешь, я видела в России есть такой бизнес. Они закупают различную посуду раритетную и построили свой дом и продают вот эту посуду задорого. Получается, там комплектности никакой нет, но фишка в том, что это посуда с сервантом. Вот наших бабушек, дедушек со шкафов. И вот люди за такую историю покупают. Ой, смотрите, тут прям павлины. Интересно. То есть тут можно собрать прям какой-то такой интересный комплект. Ну, такая миленькая вообще. Я вот обожаю всякие разные такие штуки смотреть. Я бы, наверное, это все скупала. Но оно как бы типа не очень надо. Вот тоже классно. Даже не знаю, там поставить куда-то у себя в ванной, да, если сантехника черная, ванная, если в каких-то коричневых тонах, то вот зубные щетки. Я, правда, не знаю, что тут написано, но такая штучка прям стильненькая. Я бы вот все это скупала, конечно, но концепция моего интерьера, моего стиля, она не совпадает с этим, но смотреть такую посуду, любоваться ей мне очень нравится. Наверное, под какой-нибудь перчик. Смотрите, вообще просто. И она по текстуре такая, как будто каменная. Хотя это, наверное, глина, ну и такая текстура не обработанная, что ли, не знаю. Вот говорю, ориентируясь на свои ощущения, но как оно на самом деле, не знаю, такая слегка шершавая вообще. Так красиво. Вот это иммиграция, да? Приехали в иммиграционный офис. Ой, а вазы-то какие. В Таиланде огромная проблема найти носки большого размера. Ну, 45-го какого-нибудь. И я все время возила носки супругу из России. Ну, представляете, да? Что можно привезти из России? Ну, привези мне носки. Вот как-то так это выглядит. Ну, а тут купить носки такого размера невозможно. Азиатская ножка, она поменьше. И больших размеров нет. Ну все, визу мне переставили в новый паспорт. Классно, я прям очень рада. Идем на парковку и вышли прям вот рядом со зданием. Вот в такой парк. Тут, видимо, еще фонтаны работают. Ну это вообще, представляете? И тренажеры еще стоят. То есть в целом тут можно как бы и пожить. Еда есть, одежда есть, магазины, копи-центры, салончик. Если нужно подстричься, сделать маникюр, педикюр, посуда продается.
все есть. Даже вон тренажерчик и парк погулять. Вы вообще можете себе представить такое обилие всего для человека, ну, где-то, да, в России, в какой-либо государственной организации? Я нет. Но это классно, прикольно. Птички поют. Все, я рада, что мы сделали визу. Знаете, прям вот дело сделано. А то пока визы не было, ну, висела грузом, что висит задача, ее надо сделать, потому что не чувствуешь себя спокойно, пока нет визы постоянно. Но сейчас уже все, можно выдохнуть. Ура! Жара, да. Так самое обеденное время. Ну давайте, переходите дорогу пошустрее. А то там машина уже нет. Все, перешли. Кто не спорит, бывает машина с каким-то повреждением, и она как будто вот подставляется в то же место. То есть как будто бы человек такую же ошибку делает. Тем же бампером, той же вмятиной, который здесь. Ну, надо думать не как своими руками как что-то заработать, какие-то там, условно, небольшие деньги, а думать как из тех средств и ресурсов, которые у нас уже есть, сделать что-то больше. Вот в этом направлении. Сходила в Бикси, хотела купить совсем немного фруктов, что-то вкусненького на вечер. И, как обычно, принесла полные пакеты. Сейчас покажу, что я накупила. Сходила в Бикси, хотела купить совсем немного фруктов, что-то вкусненького на вечер. И, как обычно, принесла полные пакеты. Сейчас покажу, что я накупила. Так, 2 вот таких яблочка, 126 бат. Потом взяла манго, какой-то новый манго, не видела в этом сезоне еще. 63 бата, 640 грамм. Такой он красивый, розовый, с оранжевым. Попробуем.
хлебушек. В последнее время мы как-то с удовольствием кушаем хлеб с супом или, может быть, на бутерброды. Потом я взяла еще один манго, 860 грамм, 56 бат. Он такой зелено-желтенький, вот если видно, ни разу не пробовали такой сорт. И можно подумать, что он кислый, но на ощупь он немножечко мягкий. И мне, конечно же, стало интересно узнать, сладкий он или кислый, поэтому я спросила у девочки, которая завешивала фрукты, она сказала, что он сладкий. Потом я взяла вот такую грушу, называется Snow Pear, 59 бат. Такая. Еще одно яблочко Fuji, 39 бат. Оно небольшое совсем, но тоже красивенькое. Чесночок. Бирочка куда-то отлетела. Я не помню, сколько он стоил. По-моему, 35 бат. Мука. Вот такая мука. Называется All Purpose Flour. Это именно для выпечки не хлебной. То есть пироги, какие-то десертики, может быть. Килограмм муки. Не помню, правда, сколько стоит. Около 69 бат, по-моему. Потом еще из фруктиков у меня гуава. 2 гуавы, 650 грамм, 44 бата. Вот такая она. Я в последнее время прям подсела на гуаву. Очень вкусно, когда она начинает спеть. И снаружи, когда она хрустящая, а внутри становится мягкая. Это прям очень вкусно. Она нежная-нежная. И на вкус похоже что-то между бананом и клубникой. Но не навязчивый такой вкус, а такой нежный, как будто оттенок. Очень вкусно. И взяла баночку йогурта. По-моему, тоже где-то 65 бат стоит, 450 грамм. Но вот этот йогурт, он именно тайского производителя. Он без добавления сахара, потому что очень многие йогурты здесь с добавками сахара. И они невкусные. Ну вот на мой вкус они невкусные. А этот без сахара, и он вот как обычный, самый простой йогурт. Ну или так скушаем, или, может быть, я сделаю какой-нибудь пирог. На йогурте всегда хорошо получаются пироги. И взяла немного специй, потому что наше сало уже можно натирать специями. Наверное, я сегодня этим займусь. Я взяла... вот мне попалась такая приправа, черный перец со вкусом трюфеля. Думаю, попробую кусочек сала натереть черным перцем обычным. Вот, я его взяла. И добавлю вот со вкусом трюфеля тоже. Не знаю, что получится, попробуем. Потом паприка, граунд паприка. Эти все приправы где-то в пределах 50-60 бат. По весу тут где-то вот в таких баночках 60 грамм. А в этом пакетике черный перец 100 грамм. По-моему, бат 50 стоит. Так что вот такие у меня покупочки. И сумма чека вышла 900 бат, по-моему. Ну, то есть в рублях можно умножать на 3. Это где-то, наверное, 2600 в рублях. И вы знаете, что-то в России, вот я была не так давно, там так цены выросли, что мне раньше казалось, что это все очень дорого по сравнению с Россией. Но сейчас мне так не кажется. Наверное, из дорогого, это вот хлеб здесь, ну, по российским меркам, хлеб стоит дорого. Вот такой кусок хлеба, да, 106 бат. Ну, то есть почти там 280 рублей, как бы так нехило, да, за булку хлеба. Ну, а фрукты, вот все, что местного производства, оно достаточно недорого, прям вообще классно. Ну, вот манго, да, за 56 бат, 860 грамм. Ну, это же вообще красота. Приступаем к самой интересной части в приготовлении сала. Я мелко порубила чеснок ножом. К сожалению, у меня нет чеснокодавилки. И стала натирать руками сало смесью из перцев, приправ и чеснока. Вычитала где-то в интернете, что не рекомендуется убирать в морозилку сало в целлофановом пакете. Якобы это как-то влияет на хранение сала.
я, честно говоря, не очень понимаю, как это может влиять, потому что это же морозилка, и она и так подразумевает, что хранение будет длительным. Но да ладно, у меня была бумага для выпечки, поэтому я стала заворачивать кусочки сала в бумагу для выпечки и решила каждый кусочек подписать, чем же я его натирала. Я люблю, когда все красиво, порядок, пусть даже это морозилка, которая скрыта от всех глаз, и кроме меня, по факту, ни у кого туда нет доступа. Вот, но поэтому решила сделать все по красоте. Тем более, что я планирую угостить салом своего сына и подругу. Навожу порядок, отправляю всю посуду в посудомойку. Не очень люблю мыть руками. Получилось красиво. Аромат, конечно, специй и чеснока стоит на всю кухню. Надеюсь, что будет вкусно. Сегодня отправлю сало в морозилку. Сутки оно там поморозится. И уже завтра хочу приготовить картошечку. И попробуем его с нашим домашним салом. Вот такие вечерние нежности. Подошел рядышком, сел, уткнулся щечкой. Вот только видите, хвостик, мне кажется, поломанный. Самый кончик хвостика такой изогнутый, поэтому бандитский котик. Но обнимашки и вкусняшки любят. Также я очень сильно хотела поблагодарить вас за такие искренние, добрые, теплые комментарии на последнем видео. Спасибо вам огромное всем, кто пишет и помогает поддерживать мой канал и мою мотивацию делать для вас теплые ролики. Спасибо. Листочки падают с деревьев.